Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем готовить салат фунчозу. Для этого нам понадобится, собственно, сама лапша фунчозы. У меня упаковочка на 200 грамм. 400 грамм грудинки. Это выходит половинка где-то, плюс-минус. 1 луковица. Дальше у нас идет 1 болгарский перец, 1 морковка, 2 огурчика свежих, свежий помидор, зелень, у меня кинза. Дальше 100 грамм растительного масла, у меня оливковое. Дальше у нас идет 1 столовая ложка соевого соуса, 2 чайные ложки сахара, 1 чайная ложка соли плюс-минус по вкусу будете смотреть, 3 зубчика чеснока и 1 чайная ложка паприки. Все, собственно говоря, приступаем к готовке. Фунчозу выкладываем в емкость глубокую и заливаем кипятком на 5-10 минут. Пока наша лапша настаивается, мы нарезаем куриную грудку соломкой. Раздавливаем наш чеснок. Можно просто порезать. Так получается. В нашу грудинку добавляем перец черный, чайную ложку, столовую ложку соевого соуса, можно больше немножко. Все перемешиваем и отставляем пока. Мелко нарезаем лук. Красный болгарский перец нарезаем соломкой. Так делаем шаги с последующими. Перец наш готов. Дальше мы берем морковь и нарезаем ее также соломкой. Можно ножом, можно вот таким специальным для корейской нарезки ножиком. Получается у нас вот такая соломочка. Итак, наша фунчоза отстоялась в кипяченой воде 10 минут. Мы ее на дуршлаг кладем, немножко воду отсаживаем и перекладываем для остывания на большое блюдо. Пусть немножко подсохнет. Огурцы нарезаем соломкой, при этом не снимая кожу, чтобы было ярко красиво. Берем помидор, нарезаем также соломкой.
Серединку вырезаем. Серединка нам не понадобится. Нарезаем зелень мелко. У меня кинза. Можно добавить при мариновании мяса сухую кинзу, мясо. Можно в конце готовки добавить любую зелень по вашему вкусу. Мне нравится с кинзой, я буду делать с кинзой. Ставим сковородку на огонь. Добавляем 100 грамм растительного масла. Немножко ждем, прогревается. И выкладываем куриную грудинку. Помешивая, жарим 4-5 минут. Прошло 5 минут, наше мясо готово. Добавляем сюда же 2 чайные ложки сахара. Перемешиваем. Затем добавляем наш лук. И жарим до мягкости лука. Это минут 2. Прошло 2 минуты. Лук наш стал мягкий. Добавляем сюда же болгарский перец. Затем соломкой нарезанную морковь. Паприку. Пропорции будут указаны в описании. Солим. Выкладываем чеснок. Накрываем крышкой и тушим примерно 2 минуты. Прошло полминуты. Мы перемешиваем. Соединяем наше мясо с овощами. Закрываем крышкой и еще тушим минутку. Прошло 2,5 минуты. Наши овощи готовые.
Будем выкладывать их в большую емкость. Сейчас наши овощи соединяем с лапшой. Выкладываем лапшу. Смотрите, можно лапшу, если не хотите, чтобы длинная была, вот так берем или ножом, или ножничками режем. Дальше соединяем лапшу с нашими овощами, приготовленными горячими. Запах стоит очень вкусный. Дальше кладем огурцы, нарезанные соломкой. Помидоры соломкой. И зелень. У меня кинза. Практически салат готов. Осталось все перемешать. Тщательно перемешиваем все. И наш салат готов. Закончила перемешивание. Осталось все перекласть в большую тарелку. Этот салат можно подавать как и горячим, так и холодным. Холодным это поставить в холодильник на часа 2. Тогда все ингредиенты пропитаются и будет также очень вкусно. Я люблю украшать кунжутом, белый кунжут. Вот такой. Украшаю салат белым кунжутом. Это по желанию. И вот есть такой черный кунжут. Точно так же украшаю черным кунжутом. Салат и так красив, самодостаточный, поэтому это выбор ваш. Все, салат готов. Вот такая подача. Приятного всем аппетита и до новых встреч!